Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 8 октября 2025 года. Я представлю вам полный, детализированный, максимально жесткий разбор в этом видео интервью Алексея Арестовича, данного Ксении Собчак. Это интервью опубликовано 6 октября на ее Собчак YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Не просто беседа двух публичных персон, а циничный и тщательно спланированный удар по суверенитету и территориальной целостности Украины, завернутый в красивую обертку так называемого миротворчества. В действительности позиция Арестовича – это не план мира, а дорожная карта для будущего генерал-губернатора оккупированной Украины, главы российской оккупационной администрации. В частности, он предлагает сдать Крым и 4 области под контроль России, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, а также устроить молебен с Владимиром Путиным за погибших оккупантов. И все это с наглой улыбочкой, претензии на Нобелевскую премию мира и звание Героя Украины. Более того, Алексей Арестович, будучи бывшим военнослужащим, нарушает воинскую присягу, которую он давал, обязуясь защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Где же воинская честь, Алексей? Нужен ли Украине такой генерал-губернатор, как Арестович? Как юрист я заявляю, что действия Арестовича – это не миротворчество, а госизмена, которая подпадает под статьи 111 и 111.1 Уголовного кодекса Украины. Я разберу это интервью по косточкам с фактами, цитатами, юридической оценкой и сарказмом. Вы узнаете всю правду без купюр, приготовьтесь, будет без компромиссов и с полным разоблачением. Поехали. Для начала разберемся, о чем речь. Интервью было записано 10 сентября 2025 года в Лондоне. Его продолжительность около 1 часа, и на момент выхода оно уже собрало миллионы просмотров на YouTube-канале Ксении Собчак «Осторожно, Собчак». Ксения Собчак, несмотря на свою репутацию, так сказать, оппозиционной журналистки, на деле давно обслуживает интересы кремлевской пропаганды. Ее вопросы о русском мире, о Владимире Путине, об усталости от войны не являются поиском истины. Напротив, это провокация, рассчитанная на российскую аудиторию и тех, кто разочаровался в борьбе Украины за независимость. Алексей Арестович, в свою очередь, выступает в роли самопровозглашенного пророка, который якобы видит будущее, недоступное обычным людям. Он прикидывается психологом и сам признается: «Я прошел все свои переобувания». Это цитата из публикации 24tv.ua. Однако давайте будем честны. Это, друзья, не эволюция взглядов, как это пытается представить Арестович, а последовательная цепочка предательств. Начинал он лживых обещаний победы за 2-3 недели в 2022 году, а теперь дошел до откровенного плана полной капитуляции, который с восторгом тиражируют кремлевские Z-каналы. Почему это интервью так важно? Во-первых, Арестович не маргинальный блогер. Это фигура с достаточно серьезным влиянием, хотя и на сегодня оно не такое уж и серьезное. В 2022 году его телеграм-канал собирал миллионы просмотров. Он был психотерапевтом наций, успокаивая украинцев в первые месяцы полномасштабной войны. Во-вторых, сейчас он находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины с мая 2025 года за антиукраинскую деятельность, а также в розыске в России за так называемые фейки об армии с октября 2025 года.
И вот, друзья, этот человек дает интервью российской пропагандистке. Его слова моментально подхватывают кремлевские каналы. Арестович слился в экстазе. Арестович готов помочь Путину выполнить цели СВО. Это не случайность, а спланированная информационная атака, направленная на подрыв морального духа украинского народа. С юридической точки зрения, такие заявления – это не просто болтовня, а потенциальное преступление по статьям 111 и 111.1 Уголовного кодекса Украины, а также нарушение воинской присяги, которую Арестович давал как военнослужащий, обязуясь защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. С общественной точки зрения это предательство, которое уже вызвало бурю негодования. Сегодня мы разберем, как Арестович докатился до предполагаемой роли генерал-губернатора оккупированной Украины, почему его слова – это действие, за которое пора ему ответить в суде. И мы ответим на вопрос, а нужен ли Украине такой кандидат в генерал-губернаторы, как Арестович. Прежде чем углубиться в само интервью, мы разберем, кто такой Алексей Арестович, почему его слова имеют такой вес. Алексей – суверенитет и территориальную целостность государства. В 2020 году он стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а в 2022 превратился в лицо украинской обороны. Его ежедневные брифинги в первые месяцы полномасштабной войны, мемы о непобедимом ВСУ и громкие обещания победы за 2-3 недели сделали его народным любимцем. Однако уже тогда были тревожные сигналы, он минимизировал угрозу российского вторжения, уверяя, что Путин блефует, а после трагедии в Буче намекал на провокации со стороны украинских военных. В 2023 году его уволили из Офиса президента после скандала. Он назвал российский ракетный удар по жилому дому в Днепре хорошей новостью для эвакуации. С мая 2025 года Арестович находится под санкциями СНБО. Ему запрещен въезд в Украину, его активы заблокированы, официальное обвинение – антиукраинская пропаганда. Он эмигрировал в Лондон и продолжает собирать донаты. Например, 1 октября 2025 года он хвастался в Telegram сбором средств на FPV-дроны для ВСУ. Но не верьте этому показному патриотизму, это лишь пиар-маневр, чтобы отмыться после сентябрьских заявлений в интервью Собчак. Это интервью стало пиком его моральной и политической деградации. Записано оно было за месяц до публикации, но Арестович уже успел переобуться обратно, чтобы смягчить реакцию общественности. Собчак же играет явно на стороне Кремля. Ее вопросы о русском мире и славе Путина – это не журналистика, а постановка для пропагандистского шоу. Реакция в социальных сетях – это настоящая буря на это интервью. Это не просто слова его противников, это информационная война Арестовича за умы. И Арестович выбрал сторону врага Украины, предав клятву, нарушив присягу, данную при принятии воинского звания. Теперь давайте разберем само интервью шаг за шагом, чтобы понять, что именно сказал Арестович, почему его слова так возбудили общественность. Интервью представляет собой, друзья, хаотичный поток сознания, перемежаемый прогулкой под лондонским дождем с Собчак. Ну, прямо-таки романтика для предателей. И его, так сказать, визави.
Собчак начинает с личных тем – развод, сын, жизнь в эмиграции, но быстро переходит к геополитическим вопросам, которые бьют по больным местам. Собчак спрашивает: «Не боишься, что тебя назовут предателем? Что думаешь о Путине?» Арестович отвечает в мессианском стиле, заявляя: «Я честен. Раньше врал для патриотического лубка». Давайте подробно разберем ключевые моменты интервью, основываясь на транскриптах, опубликованных например, в Юниан. Начало интервью, личные темы и санкции. До 10 минуты Арестович играет роль жертвы, чтобы завоевать сочувствие аудитории. Он жалуется: «Я разведен, моя жена Анастасия подала на развод в феврале 2025 года, я был рабом долга». Ну, прямо как Путин номер 2. О санкциях Совета национальной безопасности и обороны, введенных против него в мае 2025 года, Арестович говорит: дескать, это политическая месть Зеленского. Он пытается выставить себя страдальцем, но факты говорят иное. Развод действительно подтвержден украинскими СМИ, но санкции СНБО – это не месть, а мера за его антиукраинскую риторику, включая призывы к компромиссам с Россией. Собчак поддакивает Арестовичу: «Какой ты смелый!» Но это, друзья, не смелость, это манипуляция, рассчитана на то, чтобы вызвать жалость и сочувствие у зрителей. Дальше с 10 минуты идет критика Зеленского и Украины. Арестович называет президента Владимира Зеленского марионеткой Запада, но тут же добавляет: он упорный, упертый, стойкий. При этом себя он позиционирует как будущего президента Украины, заявляя: «Если я стану президентом, я сразу поеду в Кремль». Также он вспоминает переговоры в Стамбуле в 2022 году, в котором он принимал участие, утверждая: они сорвались из-за Бориса Джонсона. Это классический пророссийский нарратив. Запад виноват в продолжении войны, а не агрессии России. На самом же деле Джонсон действительно оказывал влияние на переговоры, но их срыв был связан с требованиями Москвы полной аннексии территорий и демилитаризации Украины. Арестович лжет, перекладывая вину за срыв переговоров на Киев и Запад, чтобы оправдать свои нынешние предложения и понравиться Путину. Дальше с 25 минуты речь в интервью шла о сдаче территорий, отказе от НАТО и ЕС и про молебен с Путиным. И это настоящий кошмар. Арестович делает свое главное заявление. Дескать, я отдам 4 области Украины: Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым в придачу. Я не признаю их российскими, но отдам на условиях, как, например, ФРГ и ГДР. Типа оккупирована ГДР СССР. Будет длительное мирное соглашение, но не мирный договор. Я выведу войска украинские, создам демилитаризованную зону, и добавляет: Украина будет отказываться от вступления в НАТО и Евросоюз ради нейтралитета. И, наконец, он выдает фантазию, от которой вообще-то мороз по коже. Я поеду в Москву на аудиенцию с Путиным, и мы вместе помолимся за погибших, включая российских солдат, и возложим цветы на их могилы. Это предложение сдать около 20% территории Украины под де-факто российскую оккупацию, как в ГДР под контролем СССР с 1949 по 1990-е годы, отказ от НАТО и Евросоюза – это прямое нарушение статьи 85
Конституции Украины, где закреплен курс на евроатлантическую интеграцию. Молебен и цветы на могилах российских солдат – это откровенная реабилитация военных преступников. Собчак восторгается, ну прямо как майор ФСБ. Какой смелый план! Но это не план, это предательство в чистом виде. Я думаю, что Собчак это понимает и тиражирует, в том числе и для кремлевских СМИ. Далее с 45-й минуты в интервью идет речь о войне и так называемом единстве славян. Далее Арестович продолжает разливаться соловьем. Война, дескать, это трагедия, славянские народы должны объединиться, Россия не враг, а брат. Он предлагает создать демилитаризованную зону, как в Корее, и это эхо путинской риторики о едином народе, которую Кремль продвигает с 2014 года. Арестович игнорирует фейковые референдумы 2022 года, которые даже ООН не признала. Собчак подыгрывает. Ты, Алексей, выступаешь за мир. Но, друзья, это не мир. Это капитуляция, завернутая в красивые слова о братстве. И приправляет Арестович все это рассказами о своих встречах с ведущими пропагандистами русского мира и украинскими радикалами. Дальше с 55-й минуты мы слышим претензии Арестовича на свое звание Героя Украины, как будущего главнокомандующего вооруженных сил, и на Нобелевскую премию мира. Вклад, как говорит Арестович, его в дело спасения Украины – это спасение миллионов жизней, и он считает себя достойным звания Героя Украины за это. Но это не просто мания величия, а полный делирий. Нобелевская премия мира в 2022 году была вручена Украинскому центру гражданских свобод за борьбу за права человека, а не за сдачу территорий. Звание Героя Украины присваивается за подвиги на поле боя, как братьям Бутусовым или защитникам Азова, а не за фантазии о молебне с Путиным за оккупантов. В итоге общий тон интервью – это мессианский нарратив Арестовича, который позиционирует себя как визионера, способного остановить войну. Но его видение – это Украина без Крыма, без Донбасса, без южных областей, без НАТО и Евросоюза под фактической пятой Кремля. И действие Собчак – это не журналистика, а обыкновенная пиар-акция для российской пропаганды. Z-каналы ликуют. Арестович наш. Как юрист я оцениваю ситуацию не через эмоции, а через призму закона. Алексей Арестович – гражданин Украины, и он подпадает под юрисдикцию Уголовного кодекса Украины. Более того, как бывший военнослужащий, он давал воинскую присягу, в которой клялся неуклонно соблюдать Конституцию Украины, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, с достоинством нести высокое звание военнослужащего. Его заявление в интервью – это не частное мнение, а публичный призыв к капитуляции, который услышали миллионы людей по всему миру, и прямое нарушение этой клятвы, присяги. Давайте разберем, какие статьи закона нарушает Арестович с подробным анализом каждого пункта. Первое. Нарушение воинской присяги. Воинская присяга Украины, утвержденная законом о воинской обязанности и военной службе, обязывает военнослужащих защищать суверенитет и территориальную целостность государства.
Арестович, будучи военнослужащим в 2017 году, давал эту клятву. Его предложение сдать Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области под российскую оккупацию прямо противоречит этой клятве, так как он отказывается защищать территориальную целостность Украины. Более того, его призыв отказаться от НАТО и Евросоюза подрывает стратегический курс Украины на евроатлантическую интеграцию, закрепленный в Конституцию, которую он клялся соблюдать. Нарушение воинской присяги само по себе является серьезным проступком, который, согласно статье 48 Дисциплинарного устава ВСУ, может повлечь дисциплинарную ответственность в сочетании с уголовными действиями, усиливает основания для обвинения в госизмене. Это не просто слова, это нарушение присяги, это предательство клятвы на верность Украины. Второе. Госизмена. Статья 111 Уголовного кодекса Украины. Статья определяет госизмену как действие, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности или государственной безопасности. Наказание – штраф или лишение свободы на срок до 15 лет. Арестович предлагает сдать около 20% территории Украины – Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области под де-факто российскую оккупацию по так называемой ГДР-модели, то есть под контроль России как Восточная Германия под СССР с 1949 по 1990 годы. Это прямой ущерб территориальной целостности, что запрещено статьей 17 Конституции Украины. Более того, его призыв отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз нарушает статью 85 Конституции, где четко закреплен курс на евроатлантическую интеграцию. Доказательство – само видеоинтервью, которое набрало более 1 миллиона просмотров, а также транскрипты, опубликованные в украинских СМИ, таких как «Юниан» 7 октября 2025 года. Для сравнения, в 2023 году Виктор Медведчук был осужден за аналогичные пророссийские планы, включая призывы к федерализации Украины. В соцсетях пользователи называют Арестовича пособником Путина. Это не просто фантазия, это конкретный план Арестовича с деталями. Вывод украинских войск, создание демилитаризованной зоны, нейтралитет Украины – это классическая госизмена. Третье. Пособничество государству-агрессору. Статья 111.1 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание за пропаганду или иную помощь государству-агрессору до 12 лет лишения свободы. Арестович реабилитирует российских оккупантов. Его идея о молебне с Владимиром Путиным и возложении цветов на могилы российских солдат – это оправдание военных преступлений, что подпадает под статью 437 Уголовного кодекса Украины «Планирование и ведение агрессивной войны». Кроме того, его призыв отказаться от НАТО и Евросоюза в точности повторяет ультиматум министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 2022 года, где Москва требовала нейтралитета Украины. Санкции СНБО, введенные против Арестовича в мае 2025 года, уже дают основания для открытия досудебного расследования. Для сравнения, в 2022 году блогер Анатолий Шарий получил приговор за пророссийскую пропаганду. Заявления Арестовича, такие как «Россия не враг, а брат», это прямая поддержка государства-агрессора. Четвертое. Нарушение норм международного права. На международном уровне действия Арестовича
подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Согласно статье 25 Римского статута, соучастие в агрессии является преступлением. Его так называемая ГДР-модель легитимизирует аннексию территорий, нарушая Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия гарантировала безопасность и территориальную целостность Украины, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 2014 года, подтверждающую суверенитет Украины, включая Крым. Призыв Арестовича отказаться от НАТО подрывает статью 5 Вашингтонского договора, которая гарантирует коллективную оборону стран-членов Альянса. Отметим, что Арестович уже находится под санкциями Евросоюза с 2023 года. Это не случайность. Его план – это пособничество военным преступлениям России, которое расследуется Международным уголовным судом, включая дело против Владимира Путина, начатое в 2023 году. Что касается Нобелевской премии мира, это просто смешно. Нобелевский комитет награждает за защиту прав человека, как в 2022 году Украинский центр гражданских свобод, а не за сдачу территорий и капитуляции перед агрессором, а также совместные молебны. Факты говорят сами за себя. Интервью имеет публичный характер с миллионами просмотров. Мотивы Арестовича включают финансовую выгоду от донатов и, возможно, защиту от России. Доказательство – это само видео, транскрипты в СМИ и реакция общественности. Моя рекомендация как юриста. Офис Генпрокурора Украины должен немедленно открыть уголовное производство по статьям 111 и 111.1 Уголовного кодекса. Интерпол должен объявить Арестовича в международный розыск, как это было сделано с Натальей Поклонской за ее действия в оккупированном Крыму. Арестович должен ответить в суде, а не на ютубе Собчак, за предательство и нарушение воинской присяги. А теперь давайте потроллим так называемый героический поступок Арестовича. Он называет героизмом свой план сдать Крым и 4 области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую – под российскую оккупацию по ГДР-модели, отказаться от вступления НАТО и Евросоюза, заодно устроить молебен с Владимиром Путиным за погибших российских солдат. И за это, внимание, он ожидает Нобелевскую премию мира и звание Героя Украины. Алексей, серьезно? Это, друг, российский не героизм. Это заявка на пост генерал-губернатора оккупированной Украины, главы российской оккупационной администрации. Представьте себе, Арестович в парадном мундире с российским триколором стоит перед картой Украины, зачеркивает 100 тысяч квадратных километров и говорит: «Вова, бери, но на бумажке напишем, что это наши. Мы откажемся от НАТО, Евросоюза, чтобы тебе спалось спокойнее. Помолимся за твоих солдат, а мне Нобелевку и золотую звезду». Это как бы, если бы в 1941 году кто-то предложил Гитлеру: «Бери Польшу, но дай мне медаль за мир». Нобелевская премия мира присуждается за борьбу за права человека, как в 2022 году Украинскому центру гражданских свобод, а не за сдачу территории агрессору. Звание Героя Украины дают за подвиги на поле боя, как братьям Бутусовым или защитникам Азова, а не за фантазии о молебне с Путиным за оккупантов. Его ГДР-модель – это не мир, а вечная оккупация под российским сапогом. В Восточной Германии люди боролись за свободу, ломали Берлинскую стену, а Арестович предлагает построить новую, под кремлевским триколором. Призыв отказаться от НАТО и Евросоюза – это не нейтралитет, а капитуляция перед ультиматумом России, который Москва
выдвигала еще в 2022 году, требуя демилитаризации и денацификации. Арестович говорит: «Я спасаю миллионы жизней», но на деле он спасает только себя. Донаты текут рекой, защита от России в кармане, пиар на высоте. А как же воинская присяга, Алексей? Ты клялся защищать территориальную целостность Украины, а теперь сдаешь 20% ее земель? Это не просто предательство народа, это предательство клятвы, данной перед государством. И это предательство в формате 4К. Алексей, следующий шаг – просить звание Героя России. Переобувайся дальше, пророк. Но народ Украины видит твою игру насквозь. Может быть, ты и талантливый актер, но здесь не игра на подмостках. Это не претензия на Нобелевку, а на Оскар за лучшую драму предательства. Но нужен ли Украине такой генерал-губернатор, как ты? Ответ очевиден – нет. Ты не спаситель, ты, Алексей, троянский конь Кремля. Реакция на это интервью – настоящий ураган. В Украине шквал критики и негодования. 7 октября Униан опубликовал статью с заголовком «Арестович пригласил Путина на молебен за оккупантов». 24 канал пишет: пропагандист оскандалился. В соцсетях за сутки появилось более 1000 постов, посвященных интервью. Один из самых популярных – запредельная гадость и предательство. Мемы разлетаются, как горячие пирожки. Арестович сдает Украину с улыбочкой. 12 тысяч просмотров. Украинцы в ярости. Он продал нас за лайки. В России, напротив, царит ликование. Лента.ру публикует заголовок: «Арестович готов передать регионы и отказаться от НАТО». Сама Собчак подогревает хайп. Переобулся в воздухе. Z-каналы в Telegram и X заходятся в экстазе. Разумный, дескать, украинец поможет Путину выполнить цели СВО. Анализ постов показывает, что 40% из них – это работа ботов, что указывает на координированную пропагандистскую атаку. Кремль использует Арестовича как троянского коня, чтобы деморализовать украинцев. На международной арене пока тишина. BBC и Deutsche Welle не комментируют ситуацию, но в телеграм-чатах украинской диаспоры активно призывают к бойкоту Собчак. Эксперты, такие как Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ, пишут: Путин вложился в продвижение Арестовича. Это не органическая реакция, это спланированная пропагандистская кампания, где Арестович играет роль будущей марионетки. Дорогие зрители, это интервью не конец истории, но тревожный сигнал. Алексей Арестович не миротворец, а симптом усталости от войны, который Кремль использует для своих целей. Его план мира – это не спасение, а могилы под российским флагом. Сдача Крыма и 4 областей, отказ от НАТО и Евросоюза, молебен с Путиным за оккупантов – это не героизм, а предательство, которое уже тиражирует российская пропаганда. Более того, Арестович нарушил воинскую присягу, в которой клялся защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Вместо этого он предлагает сдать 20% земель Украины и отказаться от стратегического курса на евроатлантическую интеграцию. Нужен ли Украине такой генерал-губернатор, как Арестович? Нет. Украине нужен не троянский конь, мечтающий о молебнах с оккупантами, а лидеры, которые защищают ее суверенитет, борются за каждую пядь земли и ведут страну к победе. Как юрист я призываю офис Генерального прокурора Украины
немедленно открывайте уголовное производство по статьям 111 и 111.1 Уголовного кодекса за госизмену и пособничество агрессору. Интерпол, объявите Арестовича в международный розыск, как это было сделано с Натальей Поклонской за ее действия в оккупированном Крыму. С политической точки зрения я призываю бойкотировать эмигрантов, предателей, которые торгуют суверенитетом Украины ради лайков и донатов. С общественной точки зрения не молчите, создавайте мемы, обсуждайте, но главное – держитесь. Украина – это не Арестович. Арестович – это не Украина. Украина – это миллионы людей, которые сражаются на фронте, работают в тылу и держат веру в сердцах. Арестович, если ты слышишь, твой мир – это оккупация, твой героический поступок – это госизмена и предательство воинской присяги. Возвращайся в Украину и отвечай по закону, а не на YouTube-канале Ксении Собчак. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, считаете ли вы это предательством или гениальным планом. Нужен ли Украине такой генерал-губернатор, как Арестович? С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!